Приветствую всех на своем канале Кимчи Манду. Это паровые пельмени по-корейски. Пянси в корейской национальной кухне – это одно из любимых блюд всей семьи. Манду поражает своим разнообразием и начинкой, и тестом. Так что давайте знакомиться с одной из моих любимых начинкой с кимчи и мясом. Добавляем в начинку еще мелко нарубленный зеленый лук. Для начинки использую говяжий фарш и кимчи, мелко нарезанное. Оно у меня кислое, так что будет очень вкусно. Репчатый лук режу сначала продоль, не прорезая до конца, так чтобы было удобно нарезать меленько. Лук буду предварительно обжаривать на растительном масле. Так будет начинка вкуснее. Обжариваю лук до мягкости, помешивая. Затем обжариваю чеснок. Но недолго, как только аромат чеснока почувствуете, кладите красный молотый перец и сразу же перемешайте. Огонь в это время я выключаю, так как перец быстро горит. Кладу обжаренный лук в начинку из кимчи и заправляю. Соевый соус пару ложек, сливовый сироп. Если нет, то ничем не заменяйте, так как трудно его чем-то заменить, то есть даже не знаю чем. Кладу по вкусу соль, черный перец и кунжутное масло. Все перемешала и начинка готова. Также сделала и куриную начинку, куриный фарш, чеснок, лук зеленый. Все те же специи, только без кимчи и без перца острого. Теперь делаю тесто. В муку добавляю немного кукурузный крахмал. Перемешиваю с мукой. Наливаю в кружку кипяток, крутой прямо, солю и растворяю слегка. Затем тонкой струйкой выливаю в муку, помешивая ложкой. Собираю ее в крошку. Наливаю в тесто растительное масло и уже затем руками замешиваю тесто. Оно очень горячее, так что если вам сильно горячо, то мешайте в перчатке. Собираю тесто в комок и убираю в пакет. Оставляю отдыхать на 20 минут. Изделия с добавлением крахмала кукурузного получаются слегка хрустальными, приятно поблескивают, придают эластичность и влажность. С таким тестом приятно работать, как будто пластилин. Делю пополам и убираю половинку в пакет. Тесто быстро обсыхает, так как оно заварное, и крахмал имеет к этому прямое отношение. Сформировала колбаску и режу скребком на небольшие кусочки весом примерно 20 грамм. Присыпаю слегка мукой и формирую лепешку, надавливая на нее. Затем убираю лепешки в пакет. Беру кусочек теста и раскатываю тонко. Края теста стараюсь раскатать еще тоньше. Середина лепешки будет слегка потолще. Делаю манду сначала с куриной начинкой. Кладу фарш посередине и затем поднимаю края теста со всех сторон. Прижимаю слегка тесто к фаршу, но не сильно. Расправляю оборку. И равномерно делаю защипы, чтобы оборочка держалась ровно и красиво. В принципе, ничего сложного в этом нет. Главное, чтобы начинки не было слишком много. И для оборочки оставалось место. Очень красиво смотрится такая открытая начинка, как цветок прямо. Парить такую красоту буду в мантоварке. Листы нужно смазать растительным маслом предварительно, но у меня силиконовые коврики и смазывать их нет необходимости. Парить их нужно ровно 25 минут на сильном огне, а в это время делаю украшения для манду или манты по-нашему. Сладкий перец нарезала мелко очень и приготовила соевый соус.
А это соевый соус, конечно, уксус яблочный, черный перец, молотый кориандр, чеснок, перец красный молотый, зелень можно положить любую. И перченое масло пряное, и сахар. Вроде ничего не забыла. Точные пропорции вы всегда можете увидеть снизу под описанием данного видео. Вот и все. В это время манду по-корейски готовы. Смазывай тарелку маслом растительным, чтобы они не прилипли к дну. Выкладывай на тарелку. Можно тесто смазать маслом кунжутным или растительным. Впрочем, они и так мягкие и влажные. Кладу посередине начинки мелко нарубленный перец. Необычное тесто получилось, такое легкое и вкусное. Попробуем. Поливаем манду щедро соевым соусом. Пока горячий, тепленький, надо кушать. С курицей, с куриным фаршем. Вот такая песня. Тесто такое тонкое. Смотрите, какое тонкое. Рекомендую. Надеюсь, вам понравилось видео и вы поставите мне лайк. С вами была Наталья. Пока-пока!